Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні за вашими проханнями поділюсь іще одним рецептом великодньої паски. Вона солодка, волога, смачна та ароматна. Обов'язково приготую такі паски на свята. Перед вами все те продукты, которые понадобятся, а точное их количество, как всегда, укажу в рецепте. Смотрите его под видео в описании. Из сдобы яйца, сливочное масло и сахар. В качестве ароматизатора цедра половины апельсина натерла на самую мелкую терку. И экстракт ванили. Вкусовые добавки: изюм, темный и светлый, и немного цукатов. На ночь все это залила соком апельсина из той же половинки, с которой сняла цедру. Полностью он так и не впитался, но еще постоит некоторое время. Если так и останется, то все это добавлю в тесто. Изюм вместе с соком. Муку сразу разделила, это для опары 200 грамм, а это для теста, но в рецепте укажу полное количество. Сегодня тесто приготовлю машиной, поэтому опару ставлю сразу же в чаше миксера. Выливаю сюда 160 мл теплого молока, температура 30-35 градусов. Добавляю дрожжи и немного перемешиваю до их растворения. Дрожжи, как всегда, беру прессованные, можете заменить сухими, но берите сухие активные, они быстродействующие. И взять их надо в 2,5 раза меньше, то есть 10 грамм. Добавляю муку, по рецепту она должна быть сильная. Я замешиваю на муке 100 пудов, показывала ее в прошлом видео. Белок 10,8. Если есть возможность купить муку посильнее, то добавьте ее хотя бы 100 грамм, а этой столько же отберите. И вымешиваю до однородности. Опара должна получиться плотной, или можно сказать мягкое тесто. Настолько мягкое, что его можно вымесить лопаткой. Только возьмите лопатку потверже или деревянную ложку. Опару ставлю без добавления сахара, она и так хорошо подойдет, тем более что подходить должна долго. Растягиваю по донышку, накрываю и при комнатной температуре оставляю на 1 час или на 1,5. За это время подготовлю продукты. Сразу перемешиваю 2 яйца до однородности. Растягиваю белок, он должен полностью соединиться с желтком. Немного этой массы надо оставить для смазывания пасок. И не отделяйте только желток, тесто сдобное, сладкое, при выпечке будет гореть. Вот этого будет достаточно. Затягиваю пленкой, чтобы не подсыхали, а остальные выливаю в миску. Добавляю сахар, соль, цедру апельсина и ванильный экстракт. Все это хорошо перемешиваем. Можно миксером или венчиком. Желательно до растворения сахара. Очень мелкая цедра дает красивый цвет, и выпечка получится желтая. Тесто не на желтках, только на яйцах. Цедра его окрасит. Все, сдоба готова. Жду, пока подойдет опара. Покажу свою терку. Вот это самая мелкая. Натирает просто до кашицы. А это обычная. Такая, на которую мы трем морковку. Большую часть сняла мелкой и немного такой, чтобы были и кусочки. Опара подходила 1 час. Я ей не создавала особых условий, просто на столе на кухне. Хорошо поднялась. Не ускоряйте этот процесс, пусть подходит. Чем дольше, тем лучше. Просто следите, чтобы она не перекисла и не осела. Если опара уже оседает полностью, не только серединка, а полностью, значит дрожжи теряют свою силу. Вылила сюда всю сдобу и хорошо перемешиваю. Венчик у меня плотный, разрываю опару и вымешиваю, можно сказать, до однородности. Ну вот так вот и достаточно. Дальше замешивать буду машиной. Высыпаю где-то половину муки, включаю на перемешивание. Это самый медленный ход, чтобы мука не поднялась в воздух. Потом на минимальную. Когда продукты уже, можно сказать, соединились, включаю первую скорость и вымешиваю до однородности. Добавляю остальную муку. В рецепте ее немного, всего 500 грамм, это вместе с опарой. Поэтому желательно взять муку посильнее. И снова также включаю на перемешивание. Потом на минимальную. И когда мука уже почти полностью соединилась с тестом, включаю на первую. На первой скорости вымешиваю около минуты. Увеличиваю до второй и замешиваю до однородности.
На данном этапе тесто должно получиться средней консистенции. Вы его легко замесите и руками. В прошлом видео я показывала, как очень мягкое тесто замесить руками. Сейчас на экране появится ссылка. Заходите и смотрите. Если нет машины, не расстраивайтесь, замесите руками. Так, 2 минуты замешивалось на второй скорости. Давайте посмотрим, какое тесто. Ну, как я и говорила, среднее, не плотное, но и не очень мягкое. Не прилипает к рукам. Его легко можно поднять, оторвать от донышка. Вот такое вот тесто. Пока месить его достаточно, накрываю и оставляю где-то на 30-40 минут. Пусть дрожжи снова разгуляются, размножатся, и буду добавлять сливочное масло. Тесто подходило 40 минут. Добавляю масло. Оно должно быть комнатной температуры. И, конечно, не все сразу, а порциями. По 2 кусочка. Дольше всего вмешиваются первые 2 порции, пока тесто плотное. Потом пойдет быстрее. Начинаю с самой низкой скорости, пусть машина постепенно разгоняется, и остановлюсь на второй. Как только первая порция полностью вмешивается в тесто, добавляю следующую. Спешить здесь не надо. Если тесто замешиваете руками, соблюдайте эту же технологию. Тесто немного поддеваю лопаткой, чтобы крюк его лучше захватывал. Этого, правда, делать нельзя по технике безопасности, но я аккуратненько. И вот добавляю уже последнее масло и вымешиваю до однородности. Видно, что тесто мягкое. Вмешивала его всего 4 минуты. Давайте посмотрим, какое тесто. Вот такое вот приятно мягкое. К руке не прилипает. Зачищаю, держу. Сейчас я его переверну донышком вверх. Вот такое вот приятное тесто, однородное, гладкое и, можно сказать, не липкое. Но я его еще немного помешу, чтобы оно было более эластичное. Вот посмотрите, как вымешивается тесто. Сразу оно размазывалось по донышку. Теперь собирается на крюк, поднимается. Донышко становится чистым. Видно, что тесто более эластичное. Пока что вымешивается еще только 3 минуты после того, как добавила все масло. Помешу еще пару минут. Все, прошло 5 минут. То, что намоталось на крюк, отбивается о стенки чаши. Это говорит о том, что тесто хорошо вымесилось. Миску смазываю растительным маслом. Видно, что тесто мягкое. Оно совсем не липкое. Эластичное. Очень красивое, гладкое, нежное. Подкатываю в шар, накрываю и оставляю где-то на 1 час при комнатной температуре. Только потом добавлю изюм. Изюм утяжеляет тесто, поэтому пусть подойдет пока без него. Тесто подходило 1 час 10 минут. Вот такое оно красивое, гладкое, хорошо подошло, пористое. Можно вмешивать изюм. Апельсиновый сок полностью впитался, но изюм мокрый, поэтому добавляю щепотку муки, где-то пол чайной ложки. Я в прошлом видео рассказывала, что это не для того, чтобы он не оседал на донышко паски, он в дрожжевом тесте никогда не осядет, а для того, чтобы лучше схватывался с тестом. Тестом можно просто любоваться его консистенцией, цветом, эластичностью. Можно раскатать скалкой, но это очень приятно делать руками. Тесто пищит. Высыпаю изюм и равномерно распределяю по всему тесту. Кажется, что его немного, но я взяла больше, чем указано в рецепте. Скручиваю в рулет. Вот такие дуются пузырьки. Тесто все пронизано воздухом. И желательно выбрать изюм сладкий и мелкий. Делаю улитку и немного вымешиваю. Вот таким вот способом изюм более равномерно распределится в тесте. Сильно вымешивать не надо, чтобы тесто не рвалось. Просто придавливаю и обминаю. Все, комочек однородный, округляю. Вот такая получается красота. Накрываю миской, чтобы оно не обветривалось, не подсыхало. И оставляю минут на 20. За это время приготовлю формы. Форма покрыла силиконизированным пергаментом донышко и стенки. Сразу их смазала совсем чуть-чуть размягченным сливочным маслом, можно маргарином, чтобы бумага хорошо прилипла. Прошло 20 минут,
Тесто за это время отлежалось, расслабилось. Можно его делить на пасочки. Руки немного смазываю маслом. Разрезаю на 2 куска весом по 570 грамм. Помню, как сейчас, какая очередь стояла за этими пасками. Раньше в советское время они назывались кексами. И в основном все посыпались только сахарной пудрой. А эти смазывались яйцом, сверху ореховая крошка, потом еще пудра, и это было очень вкусно. Тесто само по себе вкусное. Добавляли туда не только изюм, а еще и перекрученный лимон. Не цукаты, не цедру, а именно перекрученный лимон. И люди стояли и ждали, когда вынесут именно эти пасочки. Это ГОСТовский рецепт, я делюсь именно им, но на предприятиях тогда допускались некоторые изменения. Допустим, в этих вкусовых добавках. Опускаю форму, тесто должно занимать 1/3. Их диаметр 13 см, а высота 10,5 см. Накрываю пленкой и оставляю для подъема. Сколько понадобится времени, скажу немного позже. Прошло 1,5 часа. Паски хорошо подошли, увеличились в объеме больше, чем в 2 раза. Смазываю их яйцом, посыпаю ореховой крошкой. Орехи можете взять любые, у меня грецкие. И вот только сейчас включаю духовку на разогрев, температура 170 градусов. За 10 минут она набирает нужную температуру, за это время смазка немного подсохнет и буду выпекать. Паски испеклись, выпекались они 45 минут при температуре 170 градусов. Второй уровень духовки снизу, подогрев вверх-вниз без конвекции. На готовность проверяла деревянной шпажкой, прокалывала в самой середине, прокручиваю. Когда прокручиваете, сырое тесто наматывается на шпажку и вытягивается вместе с ней. Если на выходе она сухая, значит тесто пропеклось. Вот такая вот красивая колеровка, яркая, глянцевая, на солнышке блестит. И несмотря на то, что смазывали не желтком, а яйцом, тесто сладкое, сдобное и вот так вот хорошо колируется. Да, и за 20 минут до готовности я их накрыла пергаментной бумагой, чтобы они не подгорали. Вы же учитывайте особенности своей духовки, обращайте внимание на колеровку, проверяйте на готовность, чтобы их не пересушить. Вот такая она ровная, очень-очень мягкая, пушочек. Вот здесь вот затекало яйцо и немного заколеровалось, но это не страшно. Вот так подпекается донышко, и остывать они будут лежа на мягком пледе, чтобы не присели и бока остались ровными. Паска только-только остыла, очень мягкая, корочка тоненькая. При нарезке совсем не крошится, видно, что влажная. И посмотрите, сколько изюма. Влажная и волокнистая. Такой же она останется на 2-й и на 3-й день. Больше не смогла проверить. Красивая структура, вытянутые поры. Но постарайтесь купить муку хорошего качества с повышенным белком. Это сейчас не проблема, и вы точно останетесь довольны. Паска вкусная, ароматная, сладкая. Готовьте с удовольствием. Очень надеюсь, что она понравится вам и вашей семье. Ну а если вы догадались, как называется эта паска, вернее, как раньше називався кекс, пишите в коментарях. Якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки і бажаю вам всього найкращого.